Вот такой аппетитный суп с грибами я сегодня сделал. Посмотрите, какая прелесть. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня мы будем делать пюре грибной суп. Это обалденный вкусный суп. И к этому вдобавок я решил сделать еще гренки. Почему бы и нет? А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое. Итак, в первую очередь мы сделаем гренки. Я взял 4 слайса хлеба. Сейчас я порежу на кубики. Так. В то же время у меня духовка уже нагревается до 180 градусов. И пойдет минут на 15-20, ну, смотреть по готовности по своей духовке. Итак, хлебные кубики я сейчас положу в миску. Переложим в миску все это сейчас. Так. Здесь у меня оливковое масло попрыскаю побольше. У меня здесь смесь итальянских трав. Здесь тоже побольше так. Так. Теперь как следует все это перемешаем. Если надо, сейчас мы еще попрыскаем оливковое масло. Еще попрыскаем. Это уже вкуснее будет. И равномерно все пережариваться. Я думаю, что теперь достаточно. И теперь все это мы перенесем на противень. Равномерно распределим. И это пойдет у нас в духовку 150 градусов. 180 градусов минут 15-20 до готовности гренок. Потому что у всех духовки разные, так что смотрите сами по своим духовкам. Так что я жду, пока у меня духовка нагреется, а мы этим временем займемся супом. Итак, все, что мне надо для супа, у меня практически все на столе здесь. У меня здесь разновидности грибов. Шампиньоны. Шампиньоны пойдут сейчас в первую очередь, пережарим, а это будет основа супа. И к этому у нас еще есть микс экзотических грибов, который половину я тоже добавлю шампиньонам, а половину мы только поджарим и сверху посыпем. Это будет обалденно вкусно. Так, и в то же время мне нужна будет куриный бульон. Я взял один кубик бульона куриного. Сейчас мы раскрышим и зальем кипятком. Чайник у меня тоже вскипел. Так. Сейчас это мы все подготовим, и потом у нас будет намного легче. Так. И теперь заливаем это кипятком и будет ждать своей очереди, когда мы добавим это в суп. Если не хотите куриный, а хотите просто как совсем постный, то можно овощной бульон туда добавить. Тогда получится у вас овощной постный грибной суп. Так. Теперь это отложим, пускай. Теперь я возьму одну луковицу, и сейчас я луковицу одну порежу. Я давно хотел сделать грибной суп, а это все руки не доходили. А сегодня я решил все же это сделать. Иногда у вас идеи появляются, и эта идея у вас созревает еще неделю, пока у вас руки дойдут. Вот так. В первую очередь мы сейчас пережарим лук.
Так. Теперь мы перейдем к кастрюле. Здесь у меня кастрюля. Сюда сейчас кину немного масла. Ну, на грамм 75 будет у меня там, или 50. 75 масла. Включаем газ. И это мы немножко растопим. И сюда же кинем наш лук. И немножко сюда сейчас добавлю постное масло, чтобы растительное масло у нас не подгорало. Совсем немножечко сейчас. Так, и теперь мы сюда сейчас скидаем наш лук. И лук хорошо должен пережариться. Очень хорошо, чтобы закарамелизовался. Пока это все нажарится, конечно, не забываем помешивать. Мы сейчас займемся грибами. Так, сейчас я эту пачку возьму и вымоем как следует. И добавим немножко этих экзотических грибов. Пока у нас там грибы, лук жарится, мы сейчас порежем наши грибы. И в то же время, конечно же, мы не забываем перемешивать наш лук, чтобы лук у нас не перегорел, а хорошо закарамелизовался. Итак, грибы у нас все порезал. То, что сейчас в данный момент надо, и посмотрим, что у нас там лук делает. О, лук красиво закарамелизовался. Посмотрите, какой красивый цвет принял. И теперь на этом этапе мы сюда добавим зубчики чеснока. У меня здесь 8 зубчиков чеснока. Если у вас побольше зубчики, то поменьше, конечно, добавляйте. И вот сейчас мы это все закрышим, и туда пойдет у нас жариться. И будет жариться до момента, пока у нас запах чеснока пойдет. Как запах чеснока пойдет у нас с кастрюли, значит, можно добавлять грибы. Вот так. Так, у меня пошел запах чеснока уже, значит, можно сюда добавлять грибы наши. И пускай грибы потихонечку у нас тоже пережарятся. И, конечно, будем помешивать. Если надо, то можно чуть-чуть масла добавить сюда сейчас. Я имел в виду растительное или подсолнечное. А этим временем порежу, вымою эти грибы и тоже порежу. Так, и теперь мы поставим жариться эти грибы тоже. Под сковородкой включаем газ. Сюда добавляем я добавляю подсолнечное, если у вас растительное, то растительное, если оливковое, то оливковое. И эти грибы сейчас немножко пережарим. Так, как они есть. Так. Сейчас нагреется, это будет жариться, а мы посмотрим, что у нас там в кастрюле делается. Очень хорошо, пускай чуть-чуть поджарится, чуть-чуть влага у нас испарится, и мы тогда добавим сюда муку. Тем временем у меня здесь немножко зелени есть, укроп с петрушкой. Сейчас мы это порежем, и мы там добавим конец супа. И на этом у нас все нарезки закончатся. И на этом у нас все нарезки заканчиваются на сегодня. Так, эти грибы, которые у меня здесь, сейчас мы их немножечко подперчим и немножко подсолим.
пускай потихонечку это у нас так пережаривается. Еще чуть-чуть, и там мы начнем формировать суп. Так, на этом этапе сюда я добавлю 2 ложки с горкой муки. 1. 2. Еще чуть-чуть. Вот так. Как следует, все это мы сейчас пережарим. Как подливку делаем, как соус. Так. И теперь понемножку наливаю наш куриный бульон. Так. Теперь еще добавляем немножко жидкости. Сейчас немножечко это у нас покипит. И тогда можно будет пропустить через блендер. В то же время не забываем помешивать наши грибочки здесь. Немножко все это пережарилось. Еще пару минуточек, и я это выключу здесь газ, потому что мне кажется, что грибы уже готовы на этой сковородке. Так, на этом этапе я теперь это все пропущу сейчас через блендер. Так, это достаточно. Обратно на газ. И теперь на этом этапе мы добавляем у нас жирные сливки сюда. Вот так. И дадим покипеть чуть-чуть. Какой красивый супец у нас получается. Теперь я возьму и попробую на вкус. Потому что не забывайте, у нас там куриный бульон. Но мы еще, может быть, туда соль должны добавить. Да, чуть-чуть соли. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть перец. Тем временем у нас гренки тоже вышли с духовки. Так, я выключаю газ под супом и дадим пару минуточек постоять, и там можно уже подавать на стол. Итак, пора накрывать. Вот, смотрите, какая прелесть. Как аппетитно все это выглядит. Так. Сверху посыпем зеленью. Добавим пару жареных грибков. Вот таким образом. Пару греночек. Ох, как аппетитно это выглядит. Я, честно говоря, результатом очень доволен. Посмотрите, как аппетитно все это выглядит. Итак, я с вами сегодня поделился еще одним восхитительным рецептом очень вкусного блюда. Это пюре суп с грибами. Это обалденно вкусно. И как вы видите, на тарелке аппетитно это выглядит. Если вы такое раньше не делали, попробуйте сделать, вы не пожалеете. А если вы такое раньше делали, может быть, я вам подкинул идею сделать то же самое на обед или на ужин и порадовать себя или своих. А на этой аппетитной ноте хотел с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.